Здорово, Рексы! Как у вас дела? Сегодня на повестке дня у нас такая игра, как Bulletstorm. А почему не Wolfenstein или, к примеру, второй Bioshock? Так потому что я в очередной раз решил прочитать ваши комментарии под шортс и увидел вот это. Тут молодой человек попросил вспомнить игру детства, а мне как раз нужна была легенькая игрушка после прохождения Кроноса. Кстати, видео уже доступно по этой ссылке. Так вот, я согласился и установил данное творение. Ну и не пожалел, игрушка и правда расслабляет, и много думать не приходилось. Только как правильно составлять комбинации, чтобы получать очки. Было принято решение начать записывать. И вот, вашему вниманию предоставляется чудесный видос, поэтому не задерживаемся, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ну и как полагается, начинать будем с основных моментов, а именно со знакомства с персонажами. На дворе 26 век. Играем мы за Грейсона Ханта, командира отряда Мертвого Эха. Но после одного события он стал космическим пиратом с алкогольной зависимостью. Его ребята — это элита, самые совершенные из совершенных, выполняли грязную работу, которую давала конфедерация, под командованием некого генерала Сарана. Сам отряд состоит из 4 человек. И вот они, слева направо. Грейсон Хант, капитан всея движения, и Шисато, пилот по совместительству киборг. А почему так, узнаете по ходу сюжета. Док по имени Уит Оливер и 4-й член экипажа Рэл Джулиан. Все они некогда состояли в лучшем отряде конфедерации, а сейчас летают по задворкам системы и грабят мирняк. Начинается игра с того, как наш герой охмуряет бедолагу. Это тип охотник за головами, который думал получить неплохую сумму за головы парней, но обосрался и сейчас стал мишенью пьянющего Ханта, который пытается попасть по бутылке. Награду за то, что рассказал, сколько они стоят, а я попрошу. На минуточку, это 500 миллиарда деревянных. Главное, выпинывает охотника в открытый космос. А после нам дают пройтись. И тут ценца, конечно, гипер большая. Не знаю от чего. То ли не с привычки, потому что я ни разу не играл в подобное, то ли разрабы напортачили. Фиг его. Кстати, скажу сразу, я играю в оригинальную версию, старую, где было мыло, поэтому не смущайтесь, когда увидите что-то непрорисованное. Дойдя до двери, наблюдаем, что это чучело было готово к такому повороту событий, и перед смертью успел активировать бомбу. При взрыве петарды произошла разгерметизация, и нас придавило к стенке. Здесь же знакомимся с одной из фишек игры, а именно QTE, но только ЛКМ и ПКМ. Закрыв дыру, мы входим в помещение и встречаемся с вышеупомянутым доктором. Зайдя на мостик, ребята разговаривают с Иши, который предлагает посмотреть в окно. Там главный корабль конфедерации, передовое судно под названием Одиссей, на котором находится тот самый Сарана. Зачем он сюда прилетел, пока не ясно, но думаю объяснят. Грейсон из-за давней злобы решает прописать здоровяку. Для этого садимся за пулемет и летаем туда-сюда. Проделав так пару раз, мы сбиваем молодого, но и нам неплохо достается. Когда все начало взрываться, нас спас Иши, за что и поплатился. На этой ноте Хант решает включить Сигма Капитана, говоря, что его команда и так давно мертва. Он идет на таран с этим Левиафаном. И знаете, я крайне удивлен, что он остался жив, пролетев буквально насквозь. И пока лежим в отключке, к нам приходят воспоминания, где мы еще в действующем отряде идем выполнять очередную секретную операцию по устранению недоброжелателя. Найдя мужика, без колебания стреляем. После отряд должен был уйти, но любитель сырой рыбы начал лазить в ПК и нашел всю информацию о наших прошлых целях, да и вообще о нас. А Новак, да, так звали цель, был обычным репортером, который хотел открыть людям глаза. Грейс, знатно охерев, набирает нашему генералу, чтобы узнать правду. General Serrano, I have a... What the fuck you calling me for, ass maggot? Are you calling me from the job site? You ignorant piece of shit! Shut the fuck up! Answer me a question. These people. Have you had us killing innocent civilians? Хелл сознается, что врал и заодно объявляет их в розыск, что может означать одно: за ребятами уже выехал отряд, поэтому нужно сваливать. И пока убегали, встретили маленькую девочку. Азия сразу пошел ее успокаивать, пока все остальные отстреливались от спецназа. И вот спустя 14 минут игры, что хорошо, нам дают пострелять. И знаете, хоть об этом уже сейчас и никто не вспомнит, но эту игру можно описать словами классика, а именно... Мясо, матюки, убийства и голые
ебаные сиськи. Но только без последнего, тут чисто мужские движения. Напоследок Сато прижимают к стенке, но бравый командир, закрыв своего напарника телом, получает пулю и флешбэк заканчивается. Когда нас подняли, мы поняли, что полет прошел не совсем гладко. У нашего самурая обгорела нога, рука и часть головы, а еще он теряет много крови. Поэтому было принято решение нести его в лазарет, чтобы сделать операцию. Но вот беда, чтобы провести замену конечностей, нужна энергия, батарейка, а у нас запасных нет. Поэтому док говорит идти искать ее в обломках Одиссея. Ну и тут нам нормально дают пострелять. Еще одна особенность игры заключается в слоумо. Ну то есть, когда главный герой пинает противника, он как будто замедляет его. И в этот момент можно сделать с ним все, что хочешь. Хочешь просто пни на старые арматуры, хочешь на кактус посади, а можешь вообще применить воображение и примотать гранаты к одному из противников, толкнуть его в толпу и подорвать. В общем, тут будет весело. Здесь же замечаем тот самый корабль, который терпит крушение. Главный радуется, что у него получилось его сбить. Дойдя до самой капсулы, мы наблюдаем, как выживший боец изо всех сил отбивается от местных аборигенов. Сам он состоит в финальном эхо, что пришло на замену мертвому. Тут Грейсон подмечает некий хлыст, которым вытворяют всякое беззаконие. Но каким бы то ни был крутым отряд, от внезапной смерти никто не застрахован. Так что мы забираем хлыст. Тот нас считывает и проводит анализ на совместимость, а после мы срываем люк и достаем батарею. Теперь немного про сам прибор. Эта фишка игрой запомнилась, ведь теперь помимо обычного пинка с добиванием, мы можем притягивать врагов, насаживая их на те же самые арматуры, просто давать под задницу и вообще вытворять все, что мы захотим. Помимо этого нам также дают возможность секретных добиваний, к примеру, как здесь. Сейчас отдаем батарейку доку и уходим наблюдать через окошко. В момент операции местное население навещает нас. И вот если герои успевают отбиться, то Оливеру повезло гораздо меньше. Бандиты с ним расправляются и добираются до нас, решают Релла и переходят к нам. И тут, как в настоящих крутых боевиках, напарник из последних сил встает, отдает приказ на выстрел и, жертвуя собой, спасает Ханта, которого еще раз спасает наш помятый ниндзя. Хотя это мало сказано, человеку пересобрали всю правую сторону. На протяжении всей игры мы будем наблюдать противостояние ИИ, подключенного к мозгу братишки, и того самого братишки за контроль над телом. И я честно хз, почему этот интеллект был таким злым? Или он просто усиливал агрессию полуживого Иши на капитана? Не знаю, нам так и не расскажут. Приход останавливает сожаление молодого и смс-ка на хлыст от некой Тришки, которая попала в засаду и просит эвакуации. Тут же узнаем, что и Сарана выжил. Сейчас он в отеле отбивается от мудаков. После прослушивания до пацанов доходит, что если мы спасем Тришку, то они не только улетят с планеты, но также и добьют пенсию, которая погубила их жизни. Идея отличная и план совершенен, но вот только разрядка нашей татушки в это не входила, ведь у чела осталось 20%, и если мы не успеем, то человек погибнет. И, как вы поняли, теперь у нас появился напарник. Пройдя дальше, мы натыкаемся на базу данных, которая снова нас проверяет и дает возможность покупать улучшения или боеприпасы на автомат, а в дальнейшем на другие огнестрельные. Иша дает понять, что это штука конфедерации, поэтому есть вероятность, что Сарана в этом как-то замешан. И сейчас расскажу немного про эту систему. С этого момента у нас на экране будут отображаться все возможные комбо, и за каждые даются определенные очки. За обычное убийство 10 баллов, в голову 25 баллов. За какой-то выкрутас по типу поджога дают 200 баллов. Намотаешь человека на железяку, тоже баллы, и так далее. Посмотришь в нужную сторону, дадут вплоть до 500 очков. Все это стимулирует игроков на открытие новых комбинаций и проявление своих творческих способностей, хотя и наклон немного странный. Спускаясь под землю, находим склад вертолетов, которые немедленно ликвидируем, а дальше выходим из пещеры прямо на буровые платформы, где тоже не стесняемся раздавать молодым бандитам и зарабатывать очки. Тут же находим большой генератор, с помощью которого наш якудза подзаряжается. Ishi, talk to me. You scared the dick off me. Побродив немного, встречаем первого босса, который впоследствии, по всем заветам старых игр, станет обычным врагом. Пострелявшись, мы все-таки справляемся с ним. Отбиваясь от остатков, мы неумышленно взрываем комплекс, с которого на нас наезжает, а точнее выезжает колесо. И весь последующий уровень будет состоять из того, что мы спасаемся от здоровяка, попутно валя малых. Я думаю, что именно этот момент всем запомнился в детстве. Все приводит к тому, что колесо наезжает на мост, тем самым ломая его, делая шансы на выживание почти нулевыми. Wish like hell I didn't.
Но процент все же был больше нуля, поэтому наши бойцы остались в живых. Перебравшись по балкам и спустившись на канате, мы находим новую пушку, револьвер, с которым я пройду всю игру. Потому что здесь он не расценивается как обычный пистолет во всех играх, слабым и ненужным. По такую формулировку больше всего подходит первоначальный автомат, потому как дальше середины игры он уже не имеет смысла. Если им пользоваться, то только зарядами, которые с первого раза выносят врагов. Обычные патроны, считай, уже не помогают. Также подмечаем вертолет, который оставили головорезы, поэтому он наша следующая цель. А чтобы до него добраться, придется пройти сквозь пещеру мимо гигантских яиц, которые надо разрушить. Впоследствии чего на нас выйдет какая-то тварь. Я тебя захуярю. Понял? Козлина ебучая. Но мы гении и поэтому удрали на вертолете с большим перегрузом, от чего попадаем в речку и, слава богу, выходим из нее живыми. А кстати, знаете, как мы спаслись от Годзиллы? Правильно, просто взорвали нашу вагонетку. Наткнувшись на эту красоту, на наш тамагочи пришла смс-ка, что Тришка где-то рядом, поэтому идем вглубь города. Найдя нужную капсулу, цели в ней мы не видим. А это значит, либо ее утащили и убили, либо она такая сильная, что смогла отбиться от банды и убежать. Но так как тело мы не видим, значит есть шанс. Минутами погодя, мы слышим много ругани и наконец встречаем наш билет отсюда. Размотав остатки бойцов, и мы отхватываем от девушки. Называя нас козлами и грозясь отстрелить нам жопы, она сваливает. Погнавшись за ней, парни встретили большое сопротивление, и когда почти добрались, она обрушила мост. Так отряд оказался в кинотеатре. Да не в простом, а в 7D. Ну, те самые, которые приезжали в школу или детские лагеря. И одним показывали лютые страшилки, из-за которых можно было сразу заказывать панихиду, а другим просто американские горки. За что обидно. В комнате было интересно только то, что мы сражались в малюсеньком городе-мегаполисе. Типа мы здоровые Годзиллы, ну или на крайняк роботы из Тихоокеанского рубежа. Тут встречаем Дина, похожего на того, что мы видели в пещере. Спрятавшись, выходим на будака, который управлял роботом. Взяв управление на себя, мы по шурику начинаем раздавать бедолагам. И знаете, я бы сам хотел бы себе такого робота, ну только в разы меньше, чтоб чисто по улице с ним ходить. Разобравшись с ребятами, животное открывает дверь и проваливается в дыру, где полностью выходит из строя. И извините меня, то есть чел разматывал вражину, которая была вооружена всеми запасами оружия на этой планете, в него стреляли вертолеты и он не упал, а тут он случайно проваливается в яму и выходит из строя? Ну ладно. Рядом был спуск в пещеру, и знаете, если бы не Грейсон со своим пинком, возможно, нам бы не пришлось бежать как угорелые, и мы спокойно вышли бы на эту красоту. Тут же ловим сигнал от Тришки, которая говорит, что общий сбор на дамбе, но будьте аккуратны, там слишком много фриков. Пройдя дальше, Иша говорит про ИИ, который постоянно пытается брать над ним вверх, но молодой пока справляется. В лифте происходит сцена мужских неоднозначных решений о красоте жопы одного из солдат и взаимном поцелуе. Ну, это все шутки, честно. Поэтому сейчас мы выходим на путь к дамбе, и нас встречает много разделенных конечностей. Сделала это уже другая банда мудаков. Они будут стремнее и сильнее тех, кого мы видели ранее. Что уж говорить, они от хлыста могут увернуться. Но знаете, мы тоже не пальцем деланные и по-быстрому проводим рейд. Зайдя в здание, мы понимаем, что сигнал исходил уже от украденного браслета, и все это была лютая замануха. Пободавшись с молодыми, мы меняем локацию и выходим к нашей знакомой, которая вовсе не старается умереть, а совсем наоборот, заставляет других покинуть этот сервер. И конечно же, она не забывает про наших работяг. Из-за этого действия казах активировал свое ИИ, которое не прочь размотать маленькую и хрупкую. Но Кэп выруливает ситуацию, договариваясь, что девушка будет в живых, а взамен покажет, где сидит Сарана. Также не забывает упомянуть, что мертвое эхо — это головорезы, которые убили 10 тысяч женщин и детей, на что Хант говорит, что это уже на 5 тысяч больше, чем в прошлый раз. Сейчас Тришка нам будет объяснять за местные банды. Мол, ребята, которых вы встретили в начале, это были черви. Вторые, с которыми вы столкнулись, были черепа.
слова. И вот они сильно не любят друг друга. Да так сильно, что не заметили нашего присутствия. Мы сокращали их численность как могли, пока плотина не обрушилась. Затем продолжили воевать на плоту, но из-за взрыва дамбы было мини-цунами, которое нас и накрыло. Чудом выбравшись из ситуации, попадаем в район, помеченный грифом совершенно секретно. А это значит, надо быть потише. Hey, at least we don't have to whisper it. Скинув еще пару десятков прыжков, ребята выходят на мост, чтобы оглядеться. И пока оглядывались, мадам сбегает, но недалеко, потому что ее ловит наш азиат, у которого успевает поехать крыша, и тот бы замочил деваху, если бы не Грейсон. Отойдя подальше, встречаем препятствия, которые так просто не пройти. Тришка говорит, мол, если ты за 15 секунд догадаешься, как нам пройти, то с тебя одно желание, и я в любом случае его выполню. А если нет, то ты тупой. Пацаны, запоминаем. Вот этот шар видите? Херачьте хлыстом и будет вам счастье. Желание же состояло в том, чтобы простить Иши, потому что бывают моменты, когда он не может контролировать искусственный интеллект внутри себя. Зайдя в дендрариум, нашего пострела хватает растения. Возможно, за то, что он нагрубил Триш. Не знаю. Но факт в том, что надо бежать его спасать. Японец умный-то оказался. Находясь в желудке, смог настроить маячок, чтобы ребята его отследили. Сигнал приводит нас в оранжерею, где появляется настоящий полноценный босс. Тот чел из начала игры был какой-то тренировкой, не серьезка. А вот этой дури можно и позавидовать. Все стандартно, просто бегаешь, стреляешь в него, подбираешь патроны и снова стреляешь. Был забавный момент. Не знаю, как у вас, но у меня главный герой мог очень долго так кататься. То ли из-за бага, то ли из-за механики игры, точно не знаю. Если у вас есть информация по этому поводу, прошу в комментарии. Победив зеленого, прыгаем вниз, где и находим молодого. Пока шли, нам рассказали частичку лора. После того, как официально закрыли наш отряд, создали финальное эхо. Их отправили сюда и назвали это операция Анархия. Цель была относительно простая – зачистить всю планету от банд, которые населяли ее. Главное условие – это оставить город таким, каким он был до их прилета. Но, как мы можем заметить, операция успешно провалилась. Может, это и послужило тем, что у головорезов много хорошей снаряги. Еще нам рассказывают про эти контейнеры. Они создавались как раз для финального эха. Те, кто показывал превосходство в бою и вообще всячески набирал очки, получали патроны. Ну а те, кто плохо воевал, были вынуждены бегать с пустыми автоматами, что впоследствии привело к сокращению отряда. Пока разговаривали, добрались до лифта, где и встретили сопротивление. Уходя, ничего лучше не придумали, как использовать бочки, чтобы ускориться. Очнувшись и взяв автомат, заходим в фуникулер, где девушка начинает говорить про третью банду, из-за которой операция и провалилась. Они умом вообще не блещут, но зато силы в них хоть отбавляй. Зовут их выжигатели, которые на наших глазах сбивают сначала вертолет, а потом и нас. Очнувшись, начинается достаточно продолжительный бой с этими существами. Все доходит до того, что мы разматываем здоровяка лопастями того самого вертолета. Поднявшись на лифте и пройдя немного вперед, Тришка падает и теряет сознание. Тогда Иши предлагает ее бросить, так как мы в ней больше не нуждаемся, нам нужен только живой Сорана. Хант говорит, что тот козел, и шлет его. За это наш азиатский друг напоминает ему, что если тот хочет убить генерала, то Азия убьет друга, даже глазом не моргнув. Спустившись вниз, Тришка хватает нас за яйца и говорит, что слышала разговор. Затем добавляет, что Хант и правда мудак, и что мертвое эхо устраивало геноцид. Грейсон отвечает, что это желтая пресса, и генерал ей промыл мозги, потому что эхо действовало исключительно по приказам конфедерации, и кем были цели, никто не знал, до того момента, пока ребята не решили залезть в ПК репортера. Девушка цепляется за это и еще раз переспрашивает про репортера. Мы подтверждаем свои слова и говорим, что даже знали одного. Чела звали Новак. И тут мадам реагирует неестественно, и только после этого до Грейсона доходит, что кончил он тогда ее отца, а той девочкой была Тришка. Но мы все равно сказали, что виноват Сорана. Теперь отряд двигается без Иши, так как тот решил погулять в соло. За углом встречаем ту зверюгу, на которой ранее сбросили вагонетку, и герои вынуждены убегать от нее, попутно постреливая местных жителей. Уже на крыше встречаемся с другальком, который говорит, что потерял контроль над ИИ и просит прикрыть с воздуха. Тут конкретно экшона навалили. Мы летаем, прикрываем Азию на крыше, потом динозавр справа дает по постройке, мы ему за это по хребтине бьем и пролетаем сквозь здание. Потом еще вертолеты противника нас настигают, мы круто выруливаем и встречаем эту крысу. Пропускаем фазу рукопожатия и переходим к наставлению стволов. Грейсон и Тришка на генерала. Иши снова забывает про таблетки
и наставляет ствол на нас, а Сарана угорает. После рассказывают, зачем он терся возле планеты. Тут все просто. Корпораты, которые построили этот город, послали Лысого, чтобы тот активировал ДНК-бомбу и стер с планеты все живое. При этом город остается целым. Ну, что-то похожее говорили в Black Ops Cold War. Загляните, ознакомьтесь. Только вот беда. Бомба взорвется через 2 часа, а эвакуация будет через 3. Девушка подтверждает слова мужика, и после этого ее скидывают. Хант в ахуе, но генерал его опережает и ждет свое спасибо за то, что он не сказал, кто на самом деле завалил ее старика. Теперь наши пострелушки проходят в мужском трио, и я хочу сказать, что злодей у них получился мега хорошим. То есть актер озвучки и ребята, которые анимировали Сарана, невероятно постарались, ведь более мерзкого противника я давно не встречал. Вот прям еще в начале игры захотелось его грохнуть, а теперь игра так повернулась, что приходится с ним бегать. И тут достаточно интересные беседы будут, они постоянно друг друга подстебывают, прям конкретно поливают грязью. Проходя очередную локацию, мы можем послушать душевный разговор Иши и Грейсона, где первый извиняется вообще за все свои действия и слова, которые успел сделать и сказать за это мини-путешествие. Он не винит капитана в том, что случилось, ведь никто не заставлял команду идти за лохматым, каждый это делал добровольно. И в том, что случилось с мертвым Эхо, виноват не только Кэп, но и каждый по отдельности. Уже на борту Одиссеи мы вводим нужные комбинации, и выясняется, что Лысый нас обманул и сейчас бежит к месту эвакуации. Теперь нам надо найти выход. Сушиет вообще паник, говоря, что это справедливый финал для таких как мы, и другого можно и не ждать. Побродив еще немного, нас спасает Тришка, которая выводит из корабля. По пути к точке эвакуации между киборгом и девушкой возникает некий дружеский союз. На протяжении всего боя те будут извиняться и поддерживать друг друга. Попав на борт, возимся с тяжелым Эхо. На этот раз чисто армия Сарана. В рубке встречаем виновника торжества, который сразу сдает молодых, говоря, что их пуля послужила концом для ее отца. И тут начинается перетягивание канатов. Наши стали говорить, что может это и правда они, но приказы-то отдавал генерал, мы же не сами себе цели выбирали. И вообще, вспомни, что мы взбунтовались и предали конфедерацию, поэтому мы добряки. Как только все леглось, этот мудак взял под контроль Иши и начал херачить всех подряд. И вот только он захотел закончить с Хантом, как в нем проснулся разум, и он решил напасть на Сарана, но отхватил таких пизделей, что вряд ли бы встал. Когда конфедерат хотел нас добить, самурай из последних сил прыгает и ловит пулю своим телом, тем самым дает немного времени, чтобы Грей восстановил силы и размотал Серва Берета. Но эта мышь выживает и скидывает нас вниз, отправляя отряд на устранение. Ну, так как мы главный герой, то вспоминаем, что в Одиссее еще остались спасательные капсулы, которые должны нам помочь. Ну что, Тришка говорит, что тяги не хватит, но мужик аргументирует тем, что при взрыве от ударной волны нас подтолкнет еще выше и, возможно, мы выживем. Так и получается. Добив остатки тяжелого Эха, мы катапультируемся, оставив Стигию и всех обитателей один на один со взрывом. Уже в открытом космосе Грей говорит, что так и не отомстил генералу за смерть всех друзей. И на вопрос Тришки, что же он будет делать дальше, появляется черный экран. После титров был диалог выжившего Сарана, его зашивали из-за многочисленных ран. Также мы слышим голос Иши, который полностью захватил ИИ. И теперь точно все. Что же сказать напоследок. Пока монтировал этот ролик, успел опробовать улучшенную версию этой игры. Там и графику подтянули, и я русский язык накатил. Мне понравилось. Жаль, что подобное больше не выходит и не выйдет, если не случится какое-то чудо. Ведь игра не оправдала ожиданий директоров по сбору, хотя по тому времени они заработали уверенный среднячок. В игре был намек на продолжение. Я про Сарана и Иши. Но как есть. При этом я самолично рекомендую поиграть в нее, потому что не все комбинации и шутки показал. Сейчас буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.